Ну что, привет всем-всем. Обещанный пуфик. Сразу прошу прощения за такой ракурс. Пуфик большой, а показать как-то, в общем, хочется все досконально. Конечно, некоторые мне тут тапками начнут кидать, что ай, вот, надо то, надо это, там в плане аппаратуры. Ну уж как есть, так есть. Что обещала, то и показываю. Значит, давайте начнем с того, из чего состоит. Значит, у меня вот такие вот рейки. Сейчас сразу, наверное, покажу вам размеры этих реек. И уголки заодно. Значит, размер моей рейки 2 сантиметра. То есть он идет 2 на 2. Значит, общий размер, будем так говорить, самого пуфика, который будет, да, каркас меряем. Значит, он у нас 40 по высоте, ой, по ширине 40 по высоте, и глубина его будет у нас 37 сантиметров. Вот. Значит, крепила я его на уголки. Уголки у меня небольшие, то есть так, чтобы они стали на саму рейку захватить. Сам уголок у меня получается 1,5 сантиметра где-то. Ну, где-то так, да, 1,5 сантиметра. Значит, полка, будут две полки. Нижняя полка, средняя полка, и верх здесь будет синтепон. И также оплетаться, то есть все это будет крепиться. Значит, шурупчики я тоже брала поменьше, так чтобы, естественно, не проходила, шуруп не проходил полностью, но заходил вот, ну, то есть в рейку нормально. Так, теперь поехали по самой конструкции. Значит, вот у меня перед или вперед, как правильно, да. Что я сделала? Первое, что я сделала, я поставила перемычку посередине, вот здесь. Для чего? Для того, чтобы, ну, как бы была небольшая жесткость. Хотя, в принципе, перемычка вот эта, она нагрузки не несет, но на всякий случай я ее вставлю и креплю сюда. Дальше. Верх. Верх также, так как буду садиться на этот пуф, вот, поэтому я сюда тоже прикрепила рейки. Но еще параллельно я на уголки посадила их. Для чего? Для жесткости, чтобы хорошо рейки держались. Все это дело я крепила на эти шурупы. Пока не покрашено ничего. Вот как сделали, вот так вот он и есть. Плюс я по 1 сантиметру оставила снизу, вот здесь вот. Для того, чтобы, ну, как ножка была, да, чтобы не терлась. Вот, это, в принципе, вот такая вот основная часть, которая, ну, необходима. Да, и еще, значит, заднюю часть, вот если обратите внимание, вот у меня вперед здесь, на нем есть уголки. То есть это передняя часть средней полки. Сзади уголков вот здесь вот я не ставила. Почему? Потому что, в принципе, нагрузки она нести не будет. Вот эта вот часть, это все-таки зад. А здесь небольшая она будет, то есть постоянно там обувь будет ставиться, либо, ну, в принципе, для обуви, да, обувь будет ставиться, поэтому все равно будет как-то цепляться, поэтому уголок я все-таки прикрепила сюда. Здесь на уголках все, и здесь уголок тоже сзади с этой стороны. Так, значит, это все дело я буду красить в черный цвет. То есть я почищу это все дело, зашкурю, чтобы не было вот этих всех ворсинок, чтобы не мешало. Вот, зачищу, пошкурю и покрашу в черный цвет. Дальше поехали. Теперь мне нужно эти полки как-то облагородить, правильно? То есть сюда что-то нужно ставить. Я купила такой вот лист. Лист ДВП. Он 3 миллиметра, по-моему. Сейчас я точно скажу. Вот так, чтобы померить. Да, 3 миллиметра. Не знаю, видно, не видно. Что я буду делать? Во-первых, тоже буду все зачищать и красить. Но все стороны красить я не вижу смысла, если оно все будет спрятано. То есть, допустим, вот наверх будет, да, я буду крепить на шурупчики. Вот так вот сюда. Вот, и буду все это прикреплять.
Второй момент. Сюда нужно вставить еще наши эти, как их, полочки, да? Вот так правильно. Так. Сейчас я здесь определюсь. Вот. Их нужно будет тоже крепить, вставлять. Понятное дело, что здесь немножко сложнее вставлять в плане чего. Ну, хотя, в принципе, видите, оно все уже зарезано, зарезалось, все под нужный размер. Сейчас я вот эту часть, среднюю, тяжелее вставлять. Хотя, видите, вот можно отодвигать его так. Но здесь, в принципе, эта роли не сыграет. Вот верхнюю и нижнюю полку. Не знаю, видно вам, не видно, конечно. Но буду стараться так, чтобы было вам максимально видно. Вот. Вот так. Углы все измерялось, зарезалось. И вот так вот. Все. Первое вот готово. Здесь я все сейчас. Здесь можно будет пройтись, будем так говорить, этими шурупами. Хорошо. Все не на гвоздики старайтесь, а на шурупы. Ну, допустим, верхнюю часть можно-то и на гвоздик прибить, а то, что будет снизу, то, конечно, лучше на шурупы, чтобы не выпадало. Так, есть. То есть, я скажу так, что вот эту часть можно зашкурить и покрасить, а вот это, она же в середине внутри будет, то есть, естественно, можно будет ее не шкурить и не красить. Так. Дальше. Поехали. Теперь мне нужно вот эту вот снизу вот сюда поставить. Точно так же вот я подставляю сюда, пропихнуть. Сейчас я тут... Я, конечно, не вижу в экран, но надеюсь, вам понятно, что здесь, конечно, придется поиграться. Но это все реально. И все можно сделать. Все. Вот. Вот так. Вот это все нужно привинтить. И вот так. Вот так будет все привинчиваться. Дальше что? Я скажу сразу, что в принципе это нужно, ну, как бы, в принципе, нет, можно и так оставлять. В общем, и здесь будет декор у меня косичка, чтобы уже не усложнять вам, не забывать мозги. Вот так вот мы это будем делать. То есть мы вот это все крепим, вот эти все полки, кроме вот этой вот нижней, которая будет вот снизу. Крепится абсолютно все. То есть, каким образом? И сейчас приблизительно, наглядно вам покажу, как я это буду делать. Вот я беру нашу вот штучку. Так. Это все я буду шкурить, и делать это можно и на самом каркасе. Ой, на самом вот готовом. Сейчас я покажу. Так. Крепим. Берем наши шурупчики, тут выставляем и вот так вот в углы. Конечно, сейчас будет жужжать, но вот прошло. Есть первый готов. Теперь дальше выставить нужно все хорошо. Все будет заплетаться, если где-то что-то там у вас криво, косо, где-то что-то задирается, ничего страшного. Главное, чтобы размеры совпадали. Так. Сейчас мы... Так, на что-то я здесь попала. Что... Не, ни на что не попала. Плохо заходит. Шурупчик плохой.
вот сюда мы сейчас... Есть второй. И сейчас мы сделаем здесь. Все это черным цветом я буду шкурить, и черным цветом я буду это все закрашивать. Поэтому тут ничего. Есть. Все, верхняя крышка у нас готова. Теперь нам нужно, будем так говорить, переворачивать и винтить. Нет, наверное, я, знаете, что сделаю? Привинчу вот эту крышку немного, нижнюю, вот эту, тут вперед. Я, конечно, стараюсь вам максимально показать, но, знаете, когда нужно на камеру, то очень сложно все выставить так, как оно есть. Так, я вытащу, наверное, пока одну. Она мне мешает. Сейчас вот так. С этой стороны удобнее вытаскивать, там, где уже немножко. Эта часть, вот верхняя, ее сложнее туда воткнуть вот эти полки, я так сказала. Потому что здесь ничего не двигается, а вот нижнюю часть там намного легче. Сейчас мы сделаем эту, я вам покажу, почему легче за счет уголков и реек, которые мы крепили. Ай, пальцы. Посмотрим. Может, другой стороной. Я уже не помню, как мы вырезали. Может, это лучше будет немножко. Тут, конечно, с вырезанием нужно было играться. Вот. Ну, о. Так, вот выставляем теперь. Так, чтобы все было ровненько. И вот здесь вот тоже нужно это все дело прикрепить. Я тоже буду крепить на шурупы. Оп. Тут плохой шуруп. Ничего страшного, найдем другой. И за счет того, что, видите, мешает, приходится, конечно, немножко играться. Вы уж извините, что я с таким ракурсом, но делаю на полу, не на столе, поэтому может что-то... Да что ж такое не попадает такие шурупы. О, наконец-таки. Ты посмотри. Вот, таки зашло первое. И сейчас мы второй сделаем. Все, наконец-таки мы сделали. И еще, в принципе, можно еще, знаете, что, клей прокапать сюда. Ну, я как бы не буду это делать. Мне, в принципе, и так нормально. Я шурупчиками сейчас привинчу. Так, есть. Все. Теперь еще нужно прикрепить нам, получается,
можно здесь один. То есть нам главное вперед, чтобы хорошо он как бы держался. Потому что вперед он такой вот, ну... Это я имею в виду только среднюю крышку. Так можно делать, чтобы вперед, там, зад не особо много забивать всего, потому что все-таки крышка сверху лежит. Ну, не крышка, а полка, да. И ну, я считаю, например, не обязательно много прям всего. Ну, где ж ты? Так. Я уже начинаю злиться, потому что хочется, чтобы все получалось с первого раза. Ну, как мы все знаем, что ручная работа не всегда все получается с первого раза. Да? Так, плохо заходит шурупчик. Следующий возьмем. В это же отверстие. Так, есть. И теперь мы делаем среднюю. Есть. Это у нас бока. Так, вперед, зад и еще один бок. Это не... Где-то чуть меньше зарезать, где-то чуть больше. Не проблема, потому что, я говорю, все будет заплетаться и ничего абсолютно видно не будет. Есть еще один. Вот здесь. Плохая. Все. Так, эту я потом прикреплю уже без вас, потому что на камеру сейчас сложно это все показать. Теперь переворачиваю. Вот у нас полка. И теперь что мы должны сделать? Мы должны сюда прикрепить еще одну такую вот нашу снизу, да, прибить. Так, ну вот сюда. Здесь легче. Здесь, видите, раз уголочки отодвинули, хоп, и через верх это все вставили. Вот так. Раз. И все стало по своим местам. Чик-чик. И вот так. Не нравится мне та сторона. Давайте вот так перевернем. Эх, Семен Семенович. Ну что ж такое? О, наконец-то выставил. Так, готово. Сюда. Нет, я неправильно стороной. Видите, мы зарезали, я себе отметила, но где какая у меня часть? Вот так. Так, вот сюда. Или вот так. Сейчас перевернем. Наверное, вот так все-таки. Да, вот правильная сторона. Вот так. Еще сейчас другую сторону. Все надо, девочки, мальчики, мерить, смотреть, потому что здесь такая кропотливая. Вот она. Вот она, эта сторона. Теперь можно в обратную так повернуть. И точно так же мы сейчас будем крепить. Но здесь уже полегче, конечно, потому что здесь ни во что, по сути, не упирается, кроме вот этой вот штуки. И... Есть.
Так. Как я говорила, все нужно хорошо привинчивать. Так, следующий. Так, ну, пример общий я показала. То есть мы крепим все полки, кроме вот этой. Сейчас я поверну все назад. Вот так. Где у нас? Кроме вот этой вот части. Вот, кроме вот этого. Мы будем крепить полностью все. Вот. Вот так. Кроме вот этой вот части. Вот. Ну, естественно, что я потом понахожу, где мы что зарезали. Вот. Вот так. То есть мы полностью все будем закреплять. Закрепляем эту полку, ну, мы, в принципе, ее почти закрепили. Нижнюю мы закрепляем. Эту мы закрепляем. А вот эту вот, которая будет самая-самая нижняя под низом, мы ее не крепим. Она будет аж в самом практически, ну, перед началом плетения, я бы так сказала. Почему? Потому что мы вот к этой части будем крепить наши трубочки. Так, ну, пока, наверное, остановимся. Кстати, я хотела еще сказать, что видео будет состоять из двух частей. Первая – это полная подготовка уже к плетению, то есть всего каркаса, пуфика. Будем крепить сюда синтепон, будем обтягивать. То есть это основная часть. И первая часть, прошу прощения. И вторая часть – это уже само плетение. Так, значит, что я буду делать дальше? Дальше я, значит, сейчас прикреплю, в общем, уже все. Зашкурю это все дело и покрашу. Красить я вот эту вот часть не буду. Я не вижу смысла, он будет заплетаться. Что я буду красить? Я буду красить, здесь еще привинчу еще одну полочку. Значит, здесь я буду красить, здесь я буду красить, здесь я буду красить эту часть и вот эту часть. Вот так. Ну, эту я как бы буду уже в самом, наверное, конце. Оно не горит, можно ее будет потом все это сделать. Вот эти вот щели, там, где все вот это вот видно, здесь все будет прятаться, декорироваться, поэтому не видно. Здесь по-другому я не сделаю. Почему? Потому что здесь уголок стоит. Ну, я его не смогу, будем так говорить, по-другому спрятать и прикрепить. То есть мне нужно, чтобы жесткость была на уголок здесь. Точно так же и здесь. Если человек садится, то нужен, чтобы был упор. А этот уголок, он будет придерживать верхнюю вот эту вот перемычку. Поэтому, ну, по-другому я не сделаю. Естественно, будут вот эти вот, вот эта вот щель, она будет видна. Поэтому ее придется в любом случае декорировать. Так, ну что, я сейчас, значит, крашу, зачищаю, шкурю, креплю все остальное, все, что нужно прикрепить. И уже вернусь к вам, покажу, как я работаю с синтепоном, то есть как это обтянуть. Ну, в общем, вернемся уже к обтягиванию. Я его покрашу, пошкурю. И еще хотела сказать по поводу покраски. Значит, красить я буду в черный цвет, как я уже говорила, колером. Значит, колер, ну давайте так, я дойду до колера, как я буду красить, да, им, и покажу, каким составом я буду прокрашивать. Почему? Потому что вот эту вот часть, куда будет ставиться, ну вот эта вот, да, часть, куда будет ставиться сама обувь, она же может быть либо мокрая, либо еще что-то. То есть нужно, чтобы хороший плотный красящий состав был вот здесь вот, ну, на самой вот этой вот полке. Здесь и вот на нижней, потому что здесь тоже будет обувь. То есть я буду красить, и я включусь, покажу, каким составом я крашу плотным, да. Ну, там, в принципе, сложного ничего нет, там просто не сильно разбавлять все водой. Ну, я как бы так говорю. Я буду разбавлять даже не водой, а грунтовкой, для того, чтобы, во-первых, хорошо
пропиталась и хорошо покрылась, колер хорошо лег. Все, я, то есть, дойду до покраски и уже включусь, покажу, как, будем так говорить, прокрашиваю дальше. Так, ну что, значит, теперь готовим. Нам надо покрасить вот это вот все наше безобразие. Значит, что буду брать? У нас здесь красить более чем достаточно. То есть поверхности, что это у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять поверхностей. То есть нужно хороший, вернее, достаточно накрасить. Красящего состава сделать. Боже, я пока выскажу, прошу прощения, как есть, так и говорю. Значит, я возьму, не знаю, наверное, ложки 4. Раз, два, 3, 4, мало. Давайте 5. 5 ложек. Значит, колера берем. Теперь мне нужен лак. Лак нужен для того, чтобы поверхность наша, ну, то есть была с лаком и не красилась колером. Давайте тоже возьму ложки, ну, наверное, 3. Вот так. Еще нам нужно покрасить вот эти вот все наши деревяшки. То есть все, что видим, кроме верхней части. Вот эту крышку верхнюю нам можно не красить. Почему? Потому что, по сути, ну, она будет закрываться, заплетаться полностью. И смысл в нее добавлять, смысл ее красить, вернее, я не вижу. Так, и грунтовку. Грунтовку совсем чуть-чуть. Не знаю, наверное, грамм 100. Да, грамм 100. Вот, 100 грамм. И я сейчас чуть-чуть его... То есть должен быть плотный такой, плотный состав. То есть для того, чтобы он хорошо лег на нашу... Все, нет, я больше добавлять не буду. Вы знаете, я добавила 50 грамм. Буквально 50 грамм я добавила. И этого будет достаточно. Много не надо. Почему? Потому что хорошо, плотненько. Как плотность посмотреть? Вот я провела. И видите, на ведерочке нет таких белых проплешин. То есть хороший такой плотный состав. То есть не стекает, как водичка. И вот так вот мы хорошо полностью все будем покрывать. Все, что видите, везде, где возможно добраться кистью, то есть вы прокрашиваете, даете высохнуть, и потом снова можно покрасить, если, допустим, не устраивает цвет. После того, как прокрасили, то есть я тоже все полностью буду красить. Что я делаю после того, как прокрашу? Я буду покрывать все полки, вот эти вот части, да, особенно там, где будет стоять обувь, ну, наверное, слоя 3, не меньше, лака. То есть хорошо, плотненько, чтобы лег. И сейчас здесь. У меня как раз вот здесь из старых реек какой-то цвет такой странный. В общем, все это дело вот тут, где что-то там торчит, не торчит. И вот так вот мы полностью будем закрашивать. Хорошо полностью все прокрасить. И потом покрыть лаком. Вот. И вот так прокрашивать везде, 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 везде. Чтобы ничего нигде не осталось, не прокрашенного. Ну, кроме верхней крышки, естественно, как я говорила, ее можно просто не красить, потому что она будет заплетена. Вот так все хорошенечко выкрасить. Я вот как вот душа у меня лежит, как могу, мальчики, девочки, так я вам и показываю, чтобы не было потом, знаете, вопросов, что, вот не на камеру так, а после камеры так, или как-то вне камеры, да. Вот как есть,
Вот так и показываю. Все. Я прокрашиваю, закончу, то есть покраску, оно все высохнет. В принципе, можно лаком и уже в конце покрывать полностью готовое изделие. Я так и сделаю. То есть я сейчас просто крашу, даю высохнуть и включаюсь. Мы с вами будем крепить синтепон и обтягивать его тканью. Вот. Вот тогда я включаюсь и показываю уже следующий этап. И, наверное, на этом первая часть будет закончена. Вот. Все. О составе красящем сказала. Красим и включаемся. Так, подсох у меня мой ящичек. Теперь что мы делаем? Теперь нам нужно прикрепить сюда синтепон. Так, начинать можно с любой стороны, с какой вам удобно. Там с боков, спереду, сзаду. Я буду это делать сзаду. Значит, беру материал. Он у меня сероватый, другого просто я не нашла у себя в закромах. Но это такое дело не принципиально, он все равно будет спрятан внутри под плетением. Если же есть черный цвет, будет вообще прекрасно. На. Значит, рейка. По максимально, конечно, буду стараться вам так, чтобы было видно, но сами понимаете, что на камеру не всегда удобно это все снимать. Так, вот я натягиваю, да. Так, у меня есть степлер. Значит, главное не попасть тут в всякие... Я степлером это сейчас... Вот реечку чуть-чуть, чтобы вот на рейке было ровно-ровно. Там, где заканчивается рейка, там и этот. Так. И я это дело сейчас простреливаю. Так. Хорошо. Вот так вот. Так. То есть сначала я креплю ткань. Мне нужно прикрепить сюда ткань, а потом уже буду вставлять синтепон. Так. Сюда. Так, да, плохо где-то выскочила. Так. Конечно, нужно упор, но как получается, так получается. Ага. Не хочет. Сейчас. Скобы. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я переверну. Вот так. Вот. И так легче будет мне упереться и прострелить это все дело. Так. У нас тут скоба где-то застряла. Сейчас я поменяю, поменяю скобы. Так, дальше. Сюда. И уголок хорошо нам вот сюда есть. Так. Все, вроде бы везде все закрепила. Отлично. Против краски готово. Теперь есть ткань. Готово. Теперь, как я говорила, видите, что я эту не красила, верхнюю часть. У меня есть вот такой вот синтепон, кусок. Конечно, уже старый. Это такое. Ну, как старый. Он не старый, просто то, что лежит в рулоне. Вот. Так, выравниваем, значит, вот сюда. Так, хорошо. Хорошо, вот нам надо на краешек. Значит, почему я советую вот этими концами будем так говорить, к тому месту, откуда вы начинаете, тогда легче просто его будет подтолкнуть, когда мы будем сейчас укладывать. Так, значит, чтобы здесь ровненько стало, можно даже чуть-чуть, чтобы он выступал. И, видите, у меня с этой стороны его больше чуть-чуть. Можно его распределить, пододвинуть. И вот так, как бы сделать так вот, чтобы он шапочкой шел. Так, теперь берем, перекидываем нашу ткань. Ой, все показать.
теперь момент такой, значит. Нам нужно облагородить наши углы. Начинаем с какого-нибудь одного угла. Вот так. Конечно, я это делаю второй раз. Может, кто-то этим занимался чаще, знает другие методы и способы, как это все сделать. Но я делаю вот так. Так. Есть. Есть. Вот так. Нам нужно сделать уголок. Так. Берем вот, натягиваем одну сторону вот сюда. И тоже прострелим. Вот так. Теперь мы будем подрезать. У меня ткань длинная. Здесь хорошо. И скажу сразу, делаем вторую. Сразу же делаем вторую сторону. Вот. И подтягиваем все, весь наш синтепон вот к, ближе вот к, будем так говорить, к спинке, да. Я вот со спинки начинаю. Вот. Теперь эту сторону точно так же вот. Сейчас мы ее прострелим. Вот как бы. Есть. Вот. Теперь начинается у нас самое такое, вот я бы сказала, не совсем удобное и не совсем, конечно, легкое. Но красоту надо сделать. Теперь, значит, хорошо все мы подталкиваем вот как бы назад. Почему? Потому что мы сейчас будем делать натяжку. Вот как оно есть, да, просто взять, прикрепить, ну, оставить, да, слишком мягкое. Вот, то плетение будет, если вы сверху заплетете, плетение может, ну, мы лаком покрываем, да, может, ну, проломаться, слишком мягкое. А мы делаем, вот я в 2 слоя делала, вот. А я делаю теперь как? То есть, когда не сильно натянуто, когда не сильно плотно прилегает. Ну, сейчас я все по ходу покажу. Так, теперь наш бок. Значит, натягиваем бок. Сейчас мы здесь тоже чуть-чуть в эту сторону пройтись, еще один стежок сделать, чтобы нам сейчас красиво не зацепило. Так. Есть. Нет. Видите, на весу что-то... Да, по поводу, кстати, скоб. Маленькие не берите. Почему? Потому что плохо заходят в рейки. Может, у вас просто другой материал будет, не такой, как у меня. О, есть. Теперь угол. Хорошо. Делаем угол. Вот прям вот в уголочек. Так. И теперь здесь. То есть делаем угол. Должен быть хороший, красивый, потому что мы его будем оплетать. То есть мы чуть-чуть его сейчас подтянем. Вот так. Вот так. Тот, кто шьет, ему с этим делом легче, наверное, будет. Я не швея. Я вот как получается. Вот, то есть у нас должен быть так легенький такой спуск. Так, вот. Не сильно натягивайте, потому что у нас еще вторая сторона. Здесь нужно потихоньку. Так. Лишнее я обрежу ткань. Вот смотрите, чтобы равномерненько, то есть вот переходила с синтепона на нашу вот эту вот планочку, которая у нас здесь есть. Чуть-чуть на себя подтянуть. Почему я и говорила, что у меня синтепон чуть-чуть больше, чем сама крышка, да, сам верх. Так. Есть. Теперь дальше простреливаем. Теперь дальше плохо прищепилась. Так, здесь я вытащу эту скобу. Она корявая. К сожалению, где-то эти
Плоскогубцы затерялись. Ну, это такое. Так. Специально не брала ткань вровень в ровень для того, чтобы можно было ну, лавировать, да, где-то больше натянуть, где-то меньше натянуть. Вот поэтому... Почему степлер плохо простреливаю? Потому что нужен упор хороший. Так. Я иду наперед, сзаду наперед, чтобы сразу понимали. И сразу скажу, что есть такое, знаю у девочек, которые пропускают, да, некоторые моменты там ну, проматывают видео. Вот. Я советую, можете другие какие-то видео там и проматывать. Я советую, допустим, такое видео не проматывать. Почему? Потому что в ходе плетения я буду давать много таких вот моментов, почему я именно так делаю, а не так. То есть какой-то совет, либо еще что-то. А вы когда просматриваете, вы потом начинаете писать, а почему так, а не этак. Ну так это все из-за того, что вы в какой-то момент просто промотали. Так. Здесь можно будет, я молоточком потом подобью вот эти вот, видите, плохо скоба зашла, но это не смертельно. То есть на плетение это не повлияет никоим образом. Так. Есть. Есть. Так, готова одна сторона. Поехали на противоположную. Вот теперь начинается самое такое. Вот теперь нужно все это дело распределить. То есть где не хватает, подтянуть вот туда. Хорошо, вот так вот прям. И теперь здесь тоже нужно сделать красоту. Точно так же здесь мы прострелим. Так. И теперь вот сюда зацепим. Дальше все будет подтягиваться, вытягиваться. Если будете работать пистолетом, то давайте еще попробуем вперед. Вот вперед нужно. То есть нужно хорошо распределить так, чтобы хорошо лег синтепон. Это раз. Во-вторых, нужно сделать максимальное натяжение ткани на поверхность. То есть максимально, как только получится, нужно натянуть вот эту нашу, видите, вот ручками распределяем. Это, конечно, по времени, вот видите, тут уголок нужно подтянуть на угол. В общем, по времени, конечно, занимает некоторые. Вот. Но натяжение должно быть. Почему? Потому что, чтобы не было провалов сильно, когда человек сядет. Вот. Тут, видите, сзади есть пусто. Сзади пусто. Значит, нужно вот туда хорошо нам подтянуть. Можете даже больше кусок отрезать, если у вас, допустим, есть больше отреза для того, чтобы... Ну, в случае чего синтепон вы обрежете, я бы так сказала. Вот. Вот так. Вот, натянули. Видите, здесь сбоку у меня не хватает. Вот. Теперь, значит, я сюда буду натягивать в эту сторону чуть-чуть. То есть нужно вот таким вот образом хорошо все распределить. Мы сейчас еще что сделаем? Мы сформируем уголок с этой стороны. С одного боку, там, где мы уже простреляли полностью. Сейчас я это... Так. Сформируем здесь. Потом, естественно, все обрежем. Хотя можем и сейчас обрезать, потому что слишком длинная и мне чуть-чуть лишнее. Как обрезать, это уже
Не имеет значения, главное убрать излишки. И убрать излишки здесь. Пока не сильно я, конечно, срезаю, но срезаю так, чтобы просто мне не мешало. Так. Здесь. Вот так. И мне нужно, чтобы хорошо-хорошо вот здесь вот легло как можно больше, потому что я потом затяну тканью на ту сторону. Кто-то сейчас скажет: ой, долго мучиться. Ерунда. У нас таких хватает. Так. Я сделаю по-другому. Я сделаю наперед, натяну вот так на максимум, а потом буду распределять. Вот так. Спереду назад я сейчас сделаю натяжку. Вот так. Максимально, как только можно. Понятно, без фанатизма. Но... И еще, когда будете делать вот пистолетом, да, старайтесь, чтобы расстояние между вашим прострелом было как можно меньше. Почему? Потому что, чтобы не было таких, знаете, как выемок от вот этих вот вашего натяжения. Так, угол. Угол, конечно, это вот. То есть мы делаем сначала так. Одну сторону натягиваем на другую сторону. Вот я зад сделала. Сейчас вперед простреливаю, поворачиваю. Но здесь я уже подготовила. Сейчас я разверну вот эту сторону к себе. Вот так. Все. А теперь ручками начинаем просто подтягивать в те места, где пусто. Вот так. Хорошо, хорошо расправляем. Я же говорила, что я здесь оставила побольше такой вот кусок. Вот. Так, теперь мне здесь нужно хорошо подтянуть. И здесь. Так. Видите, плохо уже скобы стреляют. Где-то застряла. Ну, мы сейчас вытащим. Раз. Можно это делать и нужно плоскогубцами, но у меня, к сожалению, что-то я не могу найти в доме. Видать, муж себе их прихватизировал. Так. Есть. Есть. И угол. Готово. Все. И осталась у нас последняя сторона. Теперь, значит, как мы смотрим? Мы смотрим, чтобы у нас шло вот таким вот, как бугорком. И вот так мы распределяем равномерно. Где не хватает, туда подтягиваем. Где хватает, там оставляем. Так. Вот. Задача общая, чтобы, так сказать, двумя словами, да, хорошо, равномерно все распределить. И самое основное, максимально натянуть. Для того, чтобы в дальнейшем, когда мы будем все это оплетать, и человек сядет сверху, не было слишком большого провала на сидушке. Потому что, когда человек сядет, плетение может просто треснуть. Ну, трубочки потрескаются. Так. Я уже делаю вместе с вами, как говорится, ничего не пропускаю. Я сейчас, конечно, сделаю. И можно будет проверить наши со всех сторон. Где-то отцепить, подтянуть, перетянуть. Поэтому не бойтесь переделать, чем оставить так, как есть.
Все-таки хочется сделать, как говорится, хорошо и для себя. Есть. Так, дальше смотрим, что у нас получается, где нам не хватает. Вот сюда подтянуть можно. Так, дальше здесь. Вот так вот таким движением можно распределять туда-сюда, туда-сюда. Все, видите, оно мягкое, но не сильно проваливается. Тем самым, то есть все будет хорошо и надежно. Все, здесь заплетено, здесь сделано. Теперь обрезаем лишнее. Лишнее я обрезаю под самый... Ой, прошу прощения, дернула камеру. Под самую реечку, чтобы нигде ничего не выскакивало. Можете проклеить клеем. Я не буду ничего клеить, оно все равно все заплетется по самое не хочу, я бы так сказала. Вот, здесь готово. Уголок. Здесь можно будет, если что, подтянуть. Так, теперь обрезаем здесь. Но у нас еще здесь углы не сделаны. Так, вперед-зад. Это у нас вперед. Значит, я в эту сторону натяну. Вот так вот. И так, может, прострелю лишнее. Я сейчас просто обрежу точно так же под рейку. Вот реечка идет, и я, конечно, криворук с обрезанием. Ничего страшного. Можете, я же говорю, проклеить клеем, оно будет держаться у вас еще лучше. Клей обычный можно взять ПВА, а можно и этим, как его, полимерный. Так, теперь у нас здесь вперед. Теперь нам нужно угол здесь сформировать. Мы с этой стороны, сейчас я тут обрежу, оно лишнее. И вот так вот сюда пришпандерим. Есть. Все. Лишнее обрезать так, чтобы было либо вровень с рейкой, либо чуть-чуть выше рейки. Одно из двух. Вот. Все. Здесь я чуть-чуть еще подрежу, меня смущает. Так, ну что, обтянуть-то мы обтянули. Теперь наша задача крепить стойки. Если же, допустим, еще такой совет. Ну вот бывает такое, да, что слишком вот светлое. Вот как у меня, серый цвет. А вы хотите темный. Возьмите колер, разбавьте чуть-чуть воды, разбавьте с водой. И просто так легенько пройдитесь сверху. И все. И дайте хорошо просохнуть. Я так делала, и все хорошо было. Ничего нигде не попортилось. Вот. Так что все. Вот так мы с вами натянули. И теперь наша задача. Крепим стоечки. Стоечки мы будем крепить вот к вот этой вот части. Вот сюда. Все. На этом наша первая часть у меня закончилась. Вторая часть уже будет крепление стоек, плетение и так далее. Поэтому встретимся во второй части. А пока, еще один, кстати, повторить захотелось, старайтесь не пропускать вот такие изделия. Не обязательно это у меня, там у других мастеров. Но, во всяком случае, у меня бывает такое, что я в течение плетения могу там какие-то еще советы дать, почему я делаю так, а не так, и что оно даст. Во всяком случае, в пуфике в этом будет много таких вот моментов. Так, ну что, останется нам оплетение. Все. До второй части там уже будем плести.